Глубокий интернет, или как его еще называют, глубинная сеть, представляет собой обширный и таинственный мир, который скрыт от глаз обычного пользователя. В отличие от поверхностного интернета, который мы все знаем и используем, глубокий интернет включает в себя миллиарды страниц, которые недоступны через стандартные поисковые системы. Это пространство наполнено не только полезной информацией, но и мрачными уголками, где царят незаконные действия и беззаконие. Находясь в этом темном мире, пользователи могут столкнуться с сайтами, которые предлагают все, что угодно, от нелегальных товаров и услуг до информации о подделках, наркотиках и даже услугах по найму. Для доступа к этим ресурсам необходимы специальные инструменты, такие как браузер Tor, который скрывает местоположение пользователя и позволяет анонимно просматривать содержимое. Но за этой анонимностью скрывается целый ряд опасностей, включая возможность стать жертвой мошенников или столкнуться с непредсказуемыми последствиями своих действий. Многие исследователи и журналисты, погружающиеся в глубинный интернет, описывают его как темный мир, где встречаются странные и часто шокирующие явления. Учитывая, что на этих сайтах отсутствует цензура и контроль, пользователи могут наткнуться на контент, который вызывает отвращение и даже страх. Блоги, посвященные незаконной деятельности, форумы, где обсуждаются преступления, а также сайты, предлагающие нечто большее – все это часть повседневной жизни глубинной сети. Однако это не просто мрачное пространство, наполненное незаконной деятельностью. Глубокий интернет также служит укрытием для тех, кто ищет свободу слова и защищает свои права. Журналисты, активисты и даже обычные граждане используют анонимность, чтобы обмениваться информацией и обсуждать темы, которые могут поставить под угрозу их безопасность в реальном мире. В некоторых случаях такие ресурсы становятся единственным способом донести правду до общественности, когда традиционные средства массовой информации подвержены давлению со стороны властей. С каждым днем число сайтов в глубоком интернете продолжает расти, и вместе с ним увеличиваются риски. Зловещие уголки сети прячут тайны, которые не должны быть раскрыты, но зато именно здесь можно найти следы неизвестных до сих пор событий. Погружение в эти темные воды может обернуться не только открытием новых горизонтов, но и столкновением с жуткими реальностями. Что же ждет тех, кто осмелится исследовать эти мрачные просторы? Какие зловещие сайты прячутся там, где обычный пользователь никогда не заглянет? Переходя к следующей главе, мы откроем завесу над самыми мрачными уголками сети, где границы реальности и вымысла стираются, и где каждый клик может привести к неожиданным последствиям. Погружаясь в мрачные уголки глубинного интернета, можно быстро наткнуться на сайты, которые вызывают не только шок, но и страх. Один из самых известных таких ресурсов – Silk Road. Этот сайт стал символом теневой экономики, позволяя пользователям анонимно обмениваться наркотиками, оружием и другими запрещенными товарами. Silk Road работал с 2012 по 2014 годы, пока не был закрыт ФБР, но его наследие остается. Работая на основе криптовалюты биткоин, Silk Road обеспечивал полную анонимность как для продавцов, так и для покупателей. Но после его закрытия появились новые, более зловещие платформы, которые продолжили его дело. Еще один известный сайт – Deep Web Market, который предлагает не только товары, но и услуги, такие как наем киллеров или возможности на продажу человеческих органов. Хотя многие из этих предложений могут быть фальшивыми, сама идея шокирует. На таких ресурсах пользователи могут найти списки с ценами на самые разные услуги, которые шокируют даже самых закаленных искателей острых ощущений. Этот рынок также поддерживает анонимность, что делает его привлекательным для тех, кто хочет избавиться от следов. В глубоком интернет-пространстве также существуют сайты, посвященные более жутким увлечениям. Одна из самых печально известных платформ – Red Room. Говорят, что на этих сайтах проводятся стримы с участием жертв, которые подвергаются насилию. Несмотря на то, что многие считают их мифом, истории о таких комнатах активно циркулируют среди пользователей, и некоторые утверждают, что им удавалось найти ссылки на них. Эти слухи порождают страх и интригу, подчеркивая, насколько далеко может зайти человеческая изощренность. Не менее тревожными являются сайты, которые предлагают доступ к детской порнографии. Несмотря на жесткие меры со стороны правоохранительных органов, этот контент продолжает существовать в подземной сети. Множество блогов и форумов обсуждают способы его нахождения, и это вызывает ужас и возмущение. Тем не менее, анонимность обеспечивает прикрытие для таких преступлений, и многие из тех, кто ищет, находят ужасные вещи под маской безнаказанности. Также стоит упомянуть группу сайтов, посвященных так называемым крипипастам, коротким жутким рассказам или мифам, которые распространяются в интернете. Сайты, полные таких историй, привлекают внимание любителей ужаса и странного. Некоторые из этих сюжетов касаются реальных событий, что делает их еще более зловещими. В начале каждой истории предупреждают читателей, что на самом деле это не мифы, а нечто большее, и это заставляет многих поверить в реальность происходящего. Чем дальше мы углубляемся в эту темную сеть, тем больше становится очевидно. Границы между реальным и вымышленным размываются.
Здесь каждый клик может привести к неожиданным последствиям, и только самые смелые рискуют зайти так далеко. Однако исследование таких сайтов не без риска. Мошенники, вирусы и нежелательные последствия могут поджидать на каждом шагу. Переходя на следующий уровень, мы увидим, как анонимность становится не только щитом, но и ловушкой для тех, кто осмеливается заглянуть в этот мрачно красивый мир. На теневой стороне интернета анонимность становится не просто защитой, а настоящей жизненной философией. Здесь, в глубоком интернете, пользователи могут быть теми, кем они хотят, без страха быть узнанными. Это мир, где личная информация не имеет значения и все скрыто за маской псевдонимов. На таких форумах, как Reddit и специализированных платформах, разгораются дискуссии, которые в обычной жизни могли бы стать причиной серьезных последствий. В этом пространстве можно найти советы по обходу фа-лю, обсуждение запрещенных тем или просто общение с людьми, которые разделяют эксцентричные увлечения. Сайты, предлагающие услуги на темной стороне, становятся местом встречи для тех, кто ищет уникальные, пусть и незаконные возможности. На них можно найти все. От информации о подделке документов до советов по совершению киберпреступлений. Некоторые пользователи создают контенты, которые могут повергнуть в шок даже самых опытных исследователей. В таких местах обитает множество анонимных личностей, которые охотно делятся своими знаниями и опытом, что подчеркивает атмосферу безнаказанности. В то время как некоторые используют эти платформы для незаконных действий, другие находят на них утешение и поддержку. Журналисты, активисты и просто искатели правды находят здесь уголок, где могут безопасно делиться своими мыслями и идеями. Именно эта двойственность делает теневую сторону интернета такой притягательной и одновременно опасной. Здесь можно видеть, как анонимность используется как щит, защищающий от преследования, и как меч, наносящий удары по закону. Однако такая анонимность не является абсолютной. Пользователи должны помнить о рисках, связанных с темной стороной, ведь за каждым экраном могут скрываться мошенники, готовые использовать наивность новеньких. Некоторые сайты предлагают почту-услуги по таблине, которые не только незаконны, но и опасны, и от подделки личных документов до торговли людьми. В таких ситуациях анонимность превращается в ловушку, когда пользователи оказываются в руках преступников. Тем не менее, это не останавливает людей от изучения темных уголков сети. Некоторые стремятся к знаниям, а другие ищут острых ощущений. Группы, посвященные хакерским достижениям, активно обсуждают методы взлома, делятся секретами о том, как обезопасить свою анонимность в сети и изготавливают собственные вирусы. Это сообщество становится все более сплоченным, и его участники защищают друг друга от внешнего мира, который мог бы угрожать их образу жизни. Итак, жизнь на теневой стороне интернета полна противоречий. Анонимность, которая казалась защитой, может стать причиной трагических событий. Спасаясь от реальности, пользователи иногда забывают о том, что за каждым кликнутым сайтом могут скрываться реальные угрозы. В этом мире границы размыты, а моральные нормы часто игнорируются. Исследуя все более мрачные уголки глубинного интернета, пользователи сталкиваются с последствиями своего выбора. На этой теневой стороне, где анонимность и беззаконие переплетаются, находятся не только жертвы, но и анонимные герои, которые используют эту свободу для борьбы с несправедливостью. Эти противоречивые мотивы и действия создают уникальную экосистему, где каждый ищет свое место. И чем больше мы погружаемся в эту тьму, тем более запутанной становится эта история. Следующий шаг ведет нас к шокирующим тайнам, которые скрываются за завесой ограниченного доступа, где каждый клик может привести к встрече с запрещенным контентом. Погружаясь в темный мир глубинного интернета, пользователи могут наткнуться на настоящие шокирующие тайны, которые прячутся за завесой анонимности. Один из самых обсуждаемых и одновременно зловещих аспектов этого пространства – это доступ к запрещенному контенту, который вызывает ужас и отвращение. Первым делом стоит упомянуть о так называемых Red Rooms – местах, где, по слухам, проводятся стримы с участием жертв, подвергающихся насилию. Хотя многие считают эти истории мифами, они продолжают вызывать интерес и страх среди искателей острых ощущений. Некоторые утверждают, что смогли найти такие комнаты, и их описания полны жутких деталей, подчеркивающих, насколько далеко может зайти человеческая изощренность. Сайты, предлагающие доступ к детской порнографии, являются еще одним шокирующим элементом глубинного интернета. Несмотря на жесткие меры со стороны правоохранительных органов, такой контент продолжает существовать в подземной сети. Вокруг этого вопроса активно обсуждаются методы нахождения и доступа к таким ресурсам на различных форумах. Эта ситуация вызывает ужас и возмущение, но анонимность интернета позволяет преступникам оставаться незамеченными, что создает ощущение безнаказанности. Множество пользователей также ищут на таких платформах так называемые крипипасты – короткие, жуткие истории, зачастую вдохновленные реальными событиями. Сайты, наполненные такими рассказами, привлекают внимание любителей ужаса. Многие из этих произведений начинают с предупреждения о том, что они основаны на реальных событиях, что добавляет им зловещей атмосферы.
Одним из самых известных и шокирующих ресурсов является Silk Road, который работал с 2012 года по 2014 и стал символом теневой экономики. На этом сайте пользователи могли анонимно обмениваться наркотиками, оружием и другими запрещенными товарами, используя биткоин как средство платежа. Закрытие Silk Road ФБР не положило конец подобной деятельности. После его закрытия появились новые платформы, которые продолжают предлагать аналогичные услуги, порой с еще более мрачным содержанием. На таких ресурсах пользователи могут найти предложения о найме киллеров или даже торговле органами. Хотя многие из этих предложений являются фальшивыми, сама идея шокирует и приковывает внимание. Сайты, предлагающие такие услуги, обеспечивают полную анонимность, что делает их привлекательными для тех, кто готов рискнуть. В этом мрачном мире сложились сообщества, которые делятся своим опытом и знаниями о том, как обойти законы и избежать последствий. Некоторые из них обсуждают методы совершения киберпреступлений, делясь секретами хакерских навыков и программирования вирусов. Эти группы создают собственные контенты, которые могут поразить даже самых закаленных исследователей. Тем не менее, несмотря на всю опасность, это пространство привлекает исследователей, журналистов и активистов. Некоторые из них используют эти платформы для раскрытия правды и борьбы с несправедливостью. Анонимность здесь становится как защитой, так и потенциальной ловушкой. За каждым кликнутым сайтом может скрываться мошенник или реальная угроза. Чем глубже мы погружаемся в глубины этого мира, тем более запутанными становятся истории, которые мы там обнаруживаем. Исследование таких сайтов– это постоянное столкновение с реальностью, где каждый выбор может привести к неожиданным последствиям. Проведя время в этом темном интернете, пользователи часто сталкиваются с ситуациями, которые заставляют их осознать, что за анонимностью скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Следующий шаг уведет нас к последствиям, которые ждут тех, кто осмеливается углубляться в эти мрачные воды, открывая глаза на реальную природу теневой стороны интернета. Погружение в темные глубины интернета открывает множество опасных и непредсказуемых возможностей. Тем не менее, вопрос о том, существует ли выход из этого мрачного мира, неизбежно встает перед каждым исследователем. Находясь в окружении анонимности и безнаказанности, пользователи зачастую забывают о последствиях своих действий. Но даже в этом хаосе можно найти проблески надежды, которые могут привести к светлым сторонам интернета. Во-первых, стоит отметить, что много людей, исследующих глубинный интернет, делают это не для того, чтобы погрузиться в незаконные или шокирующие активности, а чтобы найти информацию, которая может остаться вне доступа в обычной сети. Журналисты и активисты используют анонимность как защиту, чтобы освещать важные события, о которых молчит мейнстрим. Такие люди часто становятся голосами тех, кто не имеет возможности говорить, и находят в глубоком интернете каналы для распространения информации. Здесь они могут делиться своими исследованиями и находками, не опасаясь репрессий со стороны властей. Также существуют сообщества, которые поддерживают этические нормы и используют скрытую природу глубинного интернета для позитивных изменений. Например, есть группы, работающие над вопросами прав человека, которые стремятся зафиксировать нарушения и предоставить помощь тем, кто в этом нуждается. Эта работа требует большого мужества и навыков, и несмотря на риски, они продолжают свою деятельность, полагаясь на анонимность как на защиту. Другой аспект заключается в том, что с каждым годом появляется все больше технологий и инструментов, позволяющих пользователям защитить свою конфиденциальность. Виртуальные частные сети, VPN и анонимизирующие браузеры становятся все более популярными и доступными, что дает возможность пользователям безопасно исследовать интернет, не подвергая себя риску. Эти инструменты могут помочь избежать нежелательного внимания и защитить личные данные от злоумышленников. Тем не менее, важно помнить, что не все, кто бродит по темным уголкам интернета, преследуют благие намерения. Находясь в этом пространстве, можно быстро стать жертвой мошенников или столкнуться с хакерами, которые используют анонимность для своих преступных действий. Поэтому пользователям необходимо быть осторожными и осознанно подходить к выбору сайтов и ресурсов, которые они посещают. К тому же, постоянное развитие технологий и алгоритмов мониторинга может привести к тому, что анонимность станет более труднодоступной. На фоне текущих событий, связанных с глобальной борьбой с киберпреступностью, правоохранительные органы становятся все более активными в своих усилиях по выявлению и пресечению незаконной деятельности в интернете. Это создает дополнительное давление на пользователей, которые стремятся оставаться анонимными. Таким образом, да, существует выход из этого мрачного мира, но он требует осознанных усилий и осторожности. Исследование глубинного интернета может привести к открытию новых горизонтов, но важно помнить о рисках и последствиях. Осознанность в использовании технологий и информированность о возможных угрозах могут помочь пользователям ориентироваться в этом сложном и многослойном пространстве. Каждый шаг может стать решающим, и только от выбора пользователя зависит, куда он приведет.